Сегодня наш литературный вечер посвящен талантливому писателю, замечательному человеку. Он понимал язык птиц и зверей, разговаривал с ними, здоровался с цветами, пил воду из шляпки гриба. Многие из вас, наверное, уже поняли, что речь пойдет о писателе Михаиле Михайловиче Пришвине. Он любил природу, умел ее видеть и слышать, и нас, читателей, учил тому же. Особенно Пришвин любил наш русский лес. Прочитав его книги, вы поняли, сколько чудес он там видел. Всю жизнь бродил он по лесам, деревьев знал язык, птиц различал по голосам знакомый мне старик. Всегда он ведал наперед, средь сосен и дубрав, где слаще ягода растет и где полно грибов. Никто не мог так передать красы полей и рек, и так о лесе рассказать, как этот человек. Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля 1873 года в селе Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии. Отец будущего писателя Михаил Дмитриевич Пришвин после семейного раздела получил во владение имение Хрущева и немало денег. Жил он по-барски, водил орловских рысаков, выигрывал призы на конных скачках, занимался садоводством и цветами и был страстным охотником. Но однажды он проигрался в карты, поэтому пришлось продать конный завод и заложить имение. Конечно же, это было тяжелым потрясением для отца Пришвина, и в скором времени он заболел и умер. С самого раннего детства Пришвин рос в дружбе с крестьянскими детьми. Бегал с ними на речку, в лес. У них он учился перекликаться с птицами, переводить их щебетание на свой язык. Особенно запомнилась Пришвину из детства дружба с крестьянином Кусиком. Это был опытный охотник, знаток повадок птиц и животных, мечтающий поймать белого перепела. Много исходил с ним мальчик по лугам, лесам, много услышал рассказов о природе. Мать Михаила Михайловича Пришвина, Мария Ивановна, после смерти мужа осталась одна с 5 малолетними детьми на руках. Ей приходилось очень много работать, чтобы выкупить заложенное имение. Но главной мечтой матери было дать детям достойное высшее образование. Получить образование, необходимое для поступления в университет, можно было в Елецкой мужской гимназии. И вот в 1882 году Михаила Михайловича Пришвина отдали учиться в начальную деревенскую школу. А в 1883 он был переведен в 1 класс Елецкой классической гимназии. В гимназии успехами, надо сказать, Пришвин не блистал. За 6 лет учебы дошел только до 4 класса, и в этом классе он должен был остаться очередной раз на 2-й год. Но произошел конфликт с учителем географии Владимиром Розановым. Именно из-за этого конфликта Михаила Михайловича Пришвина и отчислили. Надо сказать, что в учебном заведении того времени были установлены определенные требования к поведению гимназистов и к внешнему виду. Каждый гимназист обязан был соблюдать установленную форму одежды. Во всем требовалась опрятность, обращение друг к другу допускалось только на «вы». Требовалось быть вежливым, громко не разговаривать. Категорически запрещалось курить. Гимназистам разрешалось находиться на улице одним, без родителей, только до 6 часов вечера. Причем для посещения театра или кино каждый раз обязательно нужно было получать письменное разрешение от инспектора и только на воскресный или же праздничный день. Каждому гимназисту, попавшемуся без такого разрешения дежурному надзирателю, оценка за поведение снижалась на 1 балл. А это являлось целой трагедией для восьмиклассников, которые собирались поступать в университет, так как выпускников гимназии, имевших по поведению оценку 4, туда не принимали. Учась в гимназии, Пришвин увлекся географией и литературой. Мечтая о путешествиях, отправлялся в различные части света он в своем воображении. А однажды с другом совершил настоящий побег в Азию, но был возвращен домой. А было это так. В один прекрасный осенний день в Елецкой мужской гимназии случилось чрезвычайное происшествие. На уроки не явились ученики 2 А класса,
Михаил Пришвин, Владимир Кирман, Николай Чертов и ученик 4 класса Константин Голофеев. Дома их также не оказалось, а на квартире одного из учащихся была найдена записка о том, что гимназисты отправились путешествовать в Азию. Конечно же, было сообщение в полицию, и детей срочно отправились искать. И уже на следующий день утром пристав доставил домой незадачливых путешественников. Но что самое интересное, при них был обнаружен целый арсенал. 3 ружья, 3 револьвера, 2 сабли, топор, порох и патроны. До сих пор неизвестно, каким путем и для чего оказались они в руках путешественников. И лишь много лет спустя мечта Пришвина о путешествиях осуществилась. Пришвин побывал в Карелии и на Белом море, в лесах Северной Двины, в пустынях Казахстана и на Дальнем Востоке, в горах Крыма и в Заволжских лесах. Книги Пришвина – это его личные впечатления, это все увиденное и пережитое им самим. Много позже Пришвин закончил аграрный факультет университета в Германии. Он работал агрономом, сельским учителем, библиотекарем, репортером. Он серьезно увлекался охотой, фотографией и все время накапливал впечатления для своих произведений. Михаил Пришвин, обожавший природу и страстно увлекавшийся охотой, каждое лето, начиная с 1946 года, проводил на своей подмосковной даче в селе Дудино. Небольшой домик с уютной верандой был построен на высоком берегу Москвы-реки в конце XIX века. Всю свою жизнь Пришвин посвятил поискам необычного в природе. Свои путешествия он называл охотой за находками. А в так называемом своем доме на колесах Пришвин называл свою машину, приспособленную для длительных поездок, которой он путешествовал вместе со своей женой Валерией Дмитриевной по разным местам. Путешествуя, Пришвин постоянно ведет дневник, в который заносит свои наблюдения за окружающей природой, жизнью, бытом, обычаями людей разных уголков России. В феврале 1925 года Пришвин впервые приехал в Переслав-Залесский. Очарованный природой, он бродил по лесу, охотился, ловил рыбу, записывал сказки и предания, а также работал над книгой «Родники Берендея», которая впоследствии была переименована в «Календарь природы». В книге «Родники Берендея» Михаил Пришвин описывает природу Переславского края, где находится знаменитое Плещеевое озеро и множество прекрасных родников. Вот как Пришвин описывает родник. Это вода, которая прошла природную фильтрацию сквозь толщу глины и песка и вышла на поверхность уже очищенной. В старину существовало поверье, что, напившись родниковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли. И это правда. В родниковой воде содержится много кислорода и минеральных веществ, полезных для здоровья. Такая вода дарит нам чистую энергию самой природы. Михаил Михайлович Пришвин пережил 2 войны – Первую мировую и Великую Отечественную. В годы Первой мировой войны Михаил Пришвин был военным корреспондентом. Во время Великой Отечественной в 1941 эвакуировался в деревню Усолье Ярославской области. В этой деревне он работал библиотекарем, занимался охотой и краеведением. А в 1945 году написал повесть «Кладовое солнце». Хотя в основу произведения и положены приключения, случившиеся с ним в течение одного дня в лесу, а не военные события, все же именно воспоминания писателя о суровой и мужественной жизни советских людей во время войны, о близком его сердцу Переславском крае послужили материалом для книги. Пришвин поэтически воспринимает природу. Благодаря простому, точному, образному языку его произведений настроение писателя передается и нам. Книги Пришвина – это бесконечная радость постоянных открытий. Среди забот и трудов, радости и огорчений мы забываем об утренних зорях, о вечерних зорницах, о сверкающих звездах. А Пришвин в своих произведениях показывает нам, насколько же прекрасен и удивителен наш мир.
своем произведении «В краю дедушки Мазая» главный герой, дед Мазай, это реальное лицо, житель небольшой деревеньки, расположенной в болотистой местности. Каждой весной в этой деревне случались большие наводнения. Бывало, вода доходила до самых окон, затапливала лесные угодья так, что людей приходилось спасать. А дом дедушки Мазая стоял на самом высоком месте деревни, и весеннее половодье его никогда не потопляло, как другие дома. Узнав о частых весенних разливах в деревне, сюда ранней весной приехал Михаил Пришвин и прожил здесь до поздней осени, наблюдая перемены в природе, изучая жизнь ее обитателей. Вскоре он написал книгу «В краю дедушки Мазая», которая состояла из многих рассказов, таких как «Беличья память», «Берестяная трубочка» и многие другие. Писатель не только великолепно знает природу, но и умеет заметить то, мимо чего люди часто проходят равнодушно. В своих произведениях Михаил Пришвин очень точно описывает и самих животных, и их поведение, и повадки зверей, и явления природы. Читая его рассказы, становится очевидным, что писатель живет природой, дружит с ней, разговаривает, делится с ней своими тайнами, и природа отвечает ему тем же. Книга «В краю непуганных птиц» была написана Михаилом Пришвиным по материалам его путешествий на север России, в Карелию. В ней описывается природа, быт, нравы и обычаи местного населения, здешние сказки и легенды. Эта книга принесла автору известность. Он уехал на север скромным агрономом, а вернулся известным русским писателем. Как говорил сам Михаил Пришвин, «Я хотел бы, как птица, быть совершенно свободным». Все произведения Михаила Пришвина проникнуты любовью к природе. В своем дневнике Михаил Михайлович Пришвин писал: «Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовое солнце с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода. Будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птицы – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу значит охранять Родину». Простор небес солнце закрыл, тишина кругом, не уголок красивей, мой добрый отчий дом. Стал не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы другой на свете нет. Уголок красивый,
Травы, деревья, животные – все растет. Так точно и человек, сливаясь с природой, тоже возвышается и растет. Вся природа содержится в душе человека. И это особенно важно помнить сейчас, в дни борьбы за сохранение природы родной Земли и всей планеты. Мы сейчас удалились от природы, словно отдалились и от радости. Слова Пришвина о том, что природа есть Родина, очень правильные. Все мы знаем, что чувство Родины острее всего пробуждается в одиночестве перед красотой милой природы. Но одно дело знать умом, и совсем иное – узнать душой и почувствовать. Читая его книги, пусть на миг, но отчетливо понимаешь, что в мире нет ничего сложного, ничего путанного и темного, нет слабости и сомнения, а есть свет и правда. Этого мгновения может потом хватить на целую осмысленную жизнь. Но чтобы увидеть ее вместе с Пришвиным, надо держать душу в готовности и принимать мир, как учил писатель, с родственным вниманием. Михаил Михайлович Пришвин умер 16 января 1954 года и похоронен на Веденском кладбище в Москве. Сидящая на уступе птица сирень, таинственная птица счастья. Расправив крылья, запрокинув голову, она поет, сливаясь с песнями с травами, цветами, животными, птицами, всем тем, что так любил в своей жизни Михаил Михайлович Пришвин. Михаил Пришвин говорил: талант есть у каждого человека, только его надо развивать. В каждом деле движение к лучшему. Это шаги к развитию ваших талантов. И я думаю, что сегодняшнее мероприятие является пусть крошечным, но шагом к развитию ваших талантов.